Так, всем привет! Сегодня у нас отойдем немножко, так сказать, от традиции, от отечественных моделей немножко отойдем, так сказать, перейдем к, так сказать, новым китайским звездам модели строения. И у нас сегодня на обзоре коробочка от фирмы Tacom, серии Blitz, Panzerkampfwagen 3, модификация M. Так, собственно, что нетипично, да, ну Tacom. Кому как нравится. Логотип, кстати, у них внезапно вот здесь, да? Даже не видно толком логотипа Такома. Ну, короче говоря, известная такая, в общем, во многом, сказать, восходящая звезда китайского производства моделей, хотя первые модели фирмы где-то в начале десятых, по-моему, они стали выпускать, но в последнее время о китайской фирме вот этой Таком прям, вот, сказать, с каждого утюга, то есть у них куча новых моделей выпускаются, постоянно разработки, плюс Таком, я насколько понял по каким-то обрывочным сведениям, это что-то вроде крупного АМ-ного, ну, если так компьютерными терминами, да, АМ-ного производителя моделей, то есть они свои мощности отдают под производство. У них как вроде как и свои суббренды какие-то есть, вроде как они под многим другим независимым производителям свои мощности для производства модели отдают. То есть такой, в принципе, такой конгломерат практически образовался, противовес трампетеру, наверное, китайскому. Ну, что в отличие от, например, от того же огромного трампетера китайского, можно сказать, что такому он, наверное, немножко больше все-таки ориентируется на какой-то такой хардкорный моделизм, потому что трампетерские модели, они, в принципе, во многом упрощенные, да и древние достаточно. Многие из них вот такому все свежее, вроде как бы там всегда идет претензия на какую-то достоверность, копийность и так далее. Так что и в целом по ценовой политике, вот сейчас даже в России можно увидеть, что такому он достаточно демократичен, то есть там не заоблачные цены на самом деле. То есть, казалось бы, вроде бы с тем же местами даже дешевым трампетером, так он в сравнении выходит иногда победителем, а уж со многими китайскими, уж не говоря о китайских производителях, он там, в принципе, очень выгодно смотрится. В частности, например, вот у нас был небольшой такой период, когда доллар был достаточно дешевый, и, как бы я так понимаю, были партии, магазины модельные закупали такомовские киты по достаточно, видимо, дешевым закупочным ценам, потому что они появлялись в рознице новые, но реально довольно дешевые. Это можно еще дальше под тему коснуться, но вернемся, собственно, к коробочке, да? У нас третий, значит, Панцер. Про прототип, я думаю, смысла много говорить нет, так как все знают, что рабочая лошадка Вермахта, Блицкрига, то есть 30-е годы разработка, производился где-то до 43-го, по-моему, года, 6 тысяч машин, огромное количество, то есть практически весь Блицкриг был на этих танках вытянут, собственно, воевали они до 44-го, там отдельно до 45-го, ну, в общем, у машинки было куча модификаций, то есть немцы по традиции латинскими буквами, да, наименовали, вот аж до буквы Н дошли. И последняя модификация была N, которая, в принципе, там, кроме пушки, слабо отличалась от M. Но вот это предпоследняя модификация, 42-й год. Ну, на картинке у нас что-то, наверное, типа Курска тут изображено, или что-то такое. Вот, собственно, 50-миллиметровая такая длинноствольная пушка. И Мильшурсен, написано Шурсен, это, собственно, немецкое название вот этих самых бортовых экранов, которые здесь есть. Значит, вот такая вот. Посмотрим, что Таком делает. Да, у них очень приятная коробка, она такая гладенькая, такая прикольная. Можно прямо ее изучать. Значит, на боковиках у нас два варианта раскраски дано, с привязкой исторической уже прямо на боковиках. Видно, что оба на Курск даны на 43-й год вариантом. Видно, что логотип Amiga, то есть сотрудничают они сильно по краскам с Таком, видимо, какой-то договор у них, что краски подбираются у них. Амамик. На другом боковике тоже достаточно необычная тема. Полностью дана раскладка литников прямо здесь. И как мы видим, вот помимо, собственно, пластика, Таком дает нам, собственно, фототравленные те самые Шурсены, боковые экраны, что, в принципе, довольно важно, так как
если их давать в пластике, да, то там, собственно, толщина пластиковых шурценов чисто по технологическим моментам, она никогда не будет копийной, они пластиковые всегда будут очень толстые, и, собственно, только в травлении их, наверное, можно адекватную маленькую толщину дать, ну и, собственно, декаль. Но, опять же, что вот, раз уж комплектация у нас нарисована, да, опять же, возвращаясь к теме, такомовские вот эти наборы действительно очень дешевые были, вот в рознице выброшены, вот сейчас как раз летом недавно. И самое смешное, что, например, вот если сравнивать с отечественным нашим, со звездой той же самой, то есть китайцы импортные, да, казалось бы, за валюту импортируемые и так далее, они, в принципе, по ценовой политике уже практически где-то оказываются вровень с современными рекомендуемыми так называемыми ценами звезды. То есть, которые вот задраны были как раз где-то на рубеже прошлого года, по-моему, или как-то там. То есть, и как бы у нас тут начинаются тягостные мысли такие в связи с этим, типа, что у нас таком в серии Блиц, да, что я не сказал, что серия Блиц это вроде как упрощенная серия у них идет, типа там как бы все упрощенная сборка, немного авторма, не очень много всяких там травленных этих деталей и так далее, то есть типа как бы быстренькая. Ну да ладно. Но тем не менее у нас здесь и травло, да, есть какое-то, да, но троса нет, но травло есть. А, например, у звезды, ну и вот, допустим, интересные технологические как бы продвинутые моменты, полностью отлитые, видно, что ванна, вверх быстро отлит, там, ну, кстати, вот экран Шурсен на башне, он пластиковый, он дан, видно, что вот эта деталь, то есть, конечно, копийности не будет, но да ладно. Башня полностью отлитая, да, и звезда, да, которая по каким-то там юридическим-каким-то моментам не может делать травленые детали, никогда их не кладет в свои наборы, то есть там якобы это объясняется, вроде как я понял, что какими-то юридическими моментами российского законодательства, что там что-то там производить будет, типа даже дело даже не в сложности производства, а якобы там юридически производство тяжело очень это подвязать, ну якобы, ну никогда, короче, у звезды не бывает в наборах, им очень буквально считанные единицы автомаркета звездовского именно с какими-то там минимальным травлением, я помню, были под Армату было какое-то, по-моему, травление, или под 90, какие-то там решетки, что там под Тигр, там, но отдельно это все выпускалось вот в наборах, и никогда. И вот мы практически сравнявшись с ее наборами, видим такие вот наборы Такома китайские, где и травло тебе, и это как бы еще не последний набор, то есть потом еще один будет набор, которым там еще веселее все. И это как бы наводит на грустные мысли, как бы конкурентоспособность российских наборов, как бы она что-то как-то немножко выглядит уже сомнительной. Ну тут, правда, может быть, доллар выправится, и да, и все, так сказать, пройдет. Ну да ладно. Видно, что да, вот еще Боксар Джейсон 2019, кстати, сам набор 2000 вроде как 20-го, ну, в общем, совсем свеженький наборчик, на самом деле, там еще несколько наборов на его базе, еще выпускает модификацию N-таком также, ну, там не очень много отличий, поэтому легко, и он выпускает также еще штуги и штухи, ну, соответственно, САУ и гаубичную самоходку, тоже на базе трешки, соответственно, третьей, ну, потому что очень большая унификация деталей. И, кстати, набор на штук третий тоже будет от Такома. У меня он есть. В общем, Джейсоном какой-то рисует. Джейсон вроде как какой-то известный чувак. Я так понял, как бокс-арты рисует. Так вроде бы даже модель от фигурки или что-то такое. Пацаны, что-то видишь упоминание имени этого парня в контексте западных всяких обзоров моделей. Так вот, ладно, заболтались. Да, внизу коробки, кстати, ничего нет. Ничего собранных моделей нам не дает. Давайте заглядывать. Коробочка, кстати, еще такая маленькая, аккуратненькая. Значит, опять же, все приятно по комплектации, как Такома, в принципе, это обычный стиль, опять же, в пику звезде, да, то есть не только травлением он опережает, но как бы, значит, отдельные пакетики для всего, вот, соответственно, ванна у нас, сюда же они кинули экран с башни, отлито в отдельном пакетике, отдельный пакетик полностью вверх корпуса, вся часть вместе даже с полками надгусеничными дана. То есть сборка типа как бы должна быть вообще очень быстрая всего этого дела. Дана у нас, соответственно, башня тоже. То есть опять же вот эти все отлитые в это в пику звезды, потому что звезда сейчас у нас как бы взяла моду, и Тамия взяла моду, тоже все отливать отдельными деталями, потом это сидит там своди как-то, да, там и ванны, и верх корпуса, всегда отдельные детали. Так он делает вот так. То есть
Просто чуваки берут и льют все в одну. Ладно, и пластик у нас, опять же, да, все в отдельных пакетиках, несколько литников, достаточно коробочка маленькая, но набита, тем не менее, вот можно сказать, опять же, плюс такая упаковка. Все свободно лежит, то есть коробка тоненькая, то есть маленькая, но высокая. Соответственно, все в ней лежит свободно. То есть, если положишь вот так вот просто это все, оно у тебя при закрывании коробки не будет там как-то сдавлено, да, и, соответственно, заводит. Это тоже нравится. То есть, видно, что прям китайцы и упаковать это все дело хотели красиво и аккуратно. Значит, соответственно, вот такой пластик в литниках, да, вот все в отдельных пакетиках. Все. Ну, кроме одинаковых литников, которые попарно, вот я смотрю, лежат. И, значит, пакетик отдельный у нас, в котором лежит инструкция и так называемые, ну, допы, не допы, на самом деле не допы, травление, собственно, и декаль. Единственное, что да, в этом наборе нет прозрачных деталей для перископов, в частности, командирской башенки, да, их тут нет. Это, в принципе, известный факт, можно сказать, это один из, наверное, немногих явственных минусов набора. Ну, помимо того, что нет там металлических тросов, стволов, но на самом деле в наборе штука это все будет, так что это как бы тоже такое дело. В общем, начнем. Значит, собственно, как раз с дополнительного пакетика, раз бумага у нас, собственно, здесь. Да. Все так открывается, кстати, даже не рвется, а на липучечке, то есть даже заклеить потом удастся. Стандартные, кстати, такомовские инструкции, вот такие вот буклетики у них всегда практически идут. Маленькие такие достаточно, но в целом, конечно, красивые и приятные, ну, не знаю, по функционалу, наверное, все-таки, как ни крути, даже более простые в печати такие примитивные большие листы, они, наверное, все-таки удобнее, крупнее, но сейчас посмотрим. Значит, историческая справка есть только на английском у нас, тут она присутствует, собственно, проекция модели. Дальше, значит, у нас данные краски прямо здесь. Вот они. Данные краски, я так понимаю, только как раз на Amamic, на испанское производство у нас вот здесь. Аналогов не дано, ну, в принципе, минус, да. Но, видимо, у них там, судя по всему, раз есть логотип Amamic, у них какой-то прям адресный какой-то маркетинговый сговор там присутствует, поэтому других производителей краска они сюда не пустили. Ну, тоже сказать можно минус в своем роде. Не все далеко пользуются амамиговскими красками. Так, ладно. Маленькие предупреждения по фототравлению, по декалям. Опять же, раскладка идет литников. Довольно мелко все, но печать хорошая, бумага глянцевая. То есть эстетически держать в руках приятно. Дальше идет, собственно, сборка. Вот такая она у Такома. Немножко, знаете, вот эти буклетики напоминают буклетики инструкции к Лего, да, вот что такое. Какой-то такой вайб чувствуется. Значит, стадии, я смотрю, деталей на каждом шаге дано немного. То есть, в принципе, мешанины какой-то линии стрелочек нет. Ну, видно, что, значит, ванна одна, балансиры отдельные детали. Значит, катки, понятное дело, собираются у нас. Все подвеска. Значит, потом сразу же у нас идет прямо запасные сегмент гусеницы дан. Задние броневые плиты на ванну корпуса, глушитель, тут что-то детали, какие-то люки дополнительные. Даны вариации на открытые и закрытые варианты. Ну, задняя корма, тут что-то такое дано. То есть, ну, как бы можно сказать, что по крупности, ну, в принципе, да, буклетик маленький, но с другой стороны в нем больше страниц. Если сравнивать с той же звездой, у которой здоровые большие листы, но их всего 2-3 дано, да, то в принципе получается тоже на то же, да, то есть по масштабу в принципе особо разницы нет, в принципе все видно более-менее. Так, потом у нас идут, собственно, звездочки ленивцы, все достаточно стандартно. Вот у нас сегментная гусеница, да, в этом наборе, никаких рабочих траков здесь нету. Сегментная гусеница, в принципе, полностью по технологии, как и звезда это делает. То есть сегменты уже отлиты с провисами.
сегменты, которые надо из отдельных траков для огибания собрать. То есть, в принципе, ничего нового. Тут как бы 10-й раз объяснять, в чем прикол, наверное, смысла никакого нет. Значит, ну вот из таких минусов, кстати, которые звезда себе в АСе своей не позволяет, например, надо подсверливаться кое-где, то есть отверстия, значит, под фары у нас сверлятся. То есть, конечно, ну, всегда как бы понятно почему, потому что другие модификации также даются, видимо, или будут даваться на той же базе. Ну, это всегда не особо приятно, потому что отвлекаться на какое-то сверление, там что-то поиск каких-то правильных этих самых сверл и меток под сверление, если они вообще есть, это как бы такое. Такое, не всем охота на это отвлекаться. Ну, накидывается мелочевка все-таки практически на единую деталь верха, значит, шанец. Трос дан пластики, вот он дан, то есть металлического, конечно же, нету в наборе. Опять же, продолжение шанса, второй трос, запасные катки, домкраты тут всяческие у нас, дополнительные какие-то воздуховоды вот тут даны, собственно, брызговики, опять небольшие подсверливания тут. Ну, в принципе, мало деталей на каждом шаге, поэтому как бы запутаться, как бы что-то пропустить, наверное, не даст. Кронштейны под экраны, вот тут у нас данные уже, пулемет. Внутрянки, да, как можно понять, вроде как в танке точно никакой нет особо. Пулемет, значит, пулемет экраны. Тут уже где-то же у нас и антенна ставится. Антенна у нас пластиковая, толстая, то есть тоже, опять же, никакого в этом плане допчиков нам не положено. Вот тут у нас, получается, практически завершается корпус, то есть устанавливается переднее экранирование дополнительное вместе с, собственно, переднюю панель, где пулемет. И, в общем, собственно, эти самые шурсные стравления у нас вешаются на, собственно, посадочные места. Ну, я так понимаю, что никаких хитрых креплений у нас на шурцинах под держатели не будет, то есть просто приклеивание средствами суперклея, насколько я понимаю. Ничего тут такого, никаких таких особых приколов и каких-то там съемностей, надеваемостей нам тут не сделали. Или их, в принципе, и не было в прототипе, так что надо будет вот с этим моментом, конечно, экраны у нас на месте, но с этим моментом надо было аккуратнее, чтобы это все дело правильно сошлось, как бы как-то не перекосило. Ну, с другой стороны, шурцины, понятное дело, не в одну деталь, поэтому никаких проблем не будет с тем, чтобы частично, например, их поснимать, поскидывать, показать подвеску, ну, потому что эти шурцины, они в реальных условиях достаточно часто отваливались, как в условиях боя, так и в условиях обычные, как бы на марше и так далее. То есть, в принципе, частично без шурцинов танк будет более живым, наверное, более таким рабочим. Так, и дальше у нас отдельным этапом идут башня, собственно, мелочевка на нее набрасывается всяческая, тут частично какое-то очень меленькое фототравление встречается. Ну вот, собственно, видно, что по башенке командирской никаких у нас нету прозрачных деталей. Это минус. Вариантов на открытую башенку, я так понимаю, не дают тоже, так понимаю, потому что, скорее всего, там показывать абсолютно нечего. Но, наверное, при большом желании можно сделать открытым, если посадить туда танкиста. Что значит еще? Маска орудия. Видно, что казенная часть какая-то, ну, символическая вроде как дана, да, вот она. Орудие, видно, что оно пластиковое, но отлито в одну деталь, и дульный тормоз у нее отдельными деталями, то есть, в принципе, наверное, должно даже в таком дешевом варианте без металлических стволов, в принципе, быть адекватно выглядеть. Значит, экраны, крепление экранов на башню по кругу идут. Ну, тут они, понятно, не фототравление, а обычный пластик, поэтому будут, конечно, толстые. Дан вариант, кстати, на, собственно, открытые экраны, то есть на боковые открытые люки, чтобы, в принципе, показать, ну, что там будет видно, в принципе, при желании, но, опять же, танкистов можно засунуть
И, значит, собственно, что? Башня устанавливается полностью собранный корпус. И на этом сборка заканчивается, начинаются цветные вкладки. Опять же, да, инструкция полностью цветная, то, что можно сказать, то, что мы никогда, наверное, не в ближайшем обозримом будущем никогда не увидим у звезды, да, и как бы... Но звезда сейчас вкладки цветные кладет, так что, в принципе, видно, что тут больше привязок, чем на коробке, то есть, как минимум, тут у нас дано 4 варианта окраски на краски Амамик на 4, так понимаю, разных подразделения. Все даны камуфлированные, соответственно, трехцветный камуфляж, разные паттерны. Все даны, собственно, так. Сейчас хочу посмотреть, что у нас там. Помимо красок, я смотрю, что еще и какие-то прорекламированы продукты Амамига по нанесению следов эксплуатации, везерингу и так далее. Вот так. Проекция, кстати, дан со всех сторон танк. Ну, единственное, что можно сказать, что может быть минус, что мелковато немножко, да. Но, в принципе, все. Вот на этом, да, заканчиваем мы фронтальной проекции танка. И можно смотреть пластик. Так, значит, все пакеты у нас отдельные. Ну, вот этот пакет. Все они, кстати, на липучке, ну, как сказать, на клею, а не на не запаянные. То есть, в принципе, даже пакетики выживают у нас после обзора, их можно аккуратно запихать. Значит, ванна корпуса полностью днище детализировано. Выглядит очень, кстати, все четенько. То есть, вот прям вот, если в других наборах я обычно всегда все начинаю с того, что начинаю искать какие-то огрехи, облой, непроливы, утяжены, то здесь как бы, ну, модель действительно, ей может быть год-два всего лишь, но, в принципе, действительно все очень круто, очень детализировано, очень прям вот чувствуется, ну, какое-то ощущение цельного, в принципе, такого качественного литья присутствует. Как бы по габаритам все вроде не поведено, все адекватно. Ну, понятно, никакой тут рабочей ходовой нет, как бы серия Blitz, наверное, на это намекает. Но впечатление чисто визуальное, прикольно. Вот единственное, тут какая-то грязь попала, но это ерунда, в принципе. Задние экраны башни, собственно, у нас... Ну, кроме того, что он толстый, да, по логике, да, как бы хардкорным фанатам по логике-то нужно, конечно, в это тоже на фототравление заменить, покупаемое отдельно. Но я лично заморачиваться, скорее всего, не буду. Вот. Так, это что касалось башни. Ой, башни, ванны корпуса. То есть, опять же, вот так вот можно аккуратненько сложить и взять так, опа, и пакетик заклеить. И как будто и не скрывалось, да? Да. Абсолютно тоже у нас по верху корпуса. Опять же, все максимально. Тяжело даже зрительно найти, где язычок-то. То есть у нас такая вот технология начисто у нас убирает необходимость зачастую иногда муторной подгонки надгусечных полок, да, которые не во всех наборах ровно и сразу встают, как бы как приходится признаться. Тут у нас все буквально вот так сверху накинул и погнали. Значит, много рифления, собственно, противоскользящие на полках видно. Есть имитации сварных швов, вот по этим всем моментам видно. Все очень выглядит, опять же, повторяюсь, так же, как ванна, ажурно, прикольно, красиво. Никаких огрехов, видимых по литью, я не наблюдаю. То есть, очень приятное впечатление оставляет такомовское производство, когда это все вертишь в руках. Чисто визуально прям кайфуешь. Тут как бы не поспоришь. Китайцы
все-таки совершенствуются, эволюционируют очень быстро в плане производства моделей. Значит, так, у нас пакетик внезапно вот такой вот дан с башней. Тоже все в одну деталь, то есть максимально технологично все упрощено, чтобы не морочиться стыковкой каких-то стенок. Собственно, вот башня. Только единственное, что, собственно, маску пушки и люки, что логично. Тоже никаких каких-то видимых претензий, приколов я ничего не могу сказать. Все выглядит прикольно. Ну и, собственно, забашенный ящик у нас, я так понимаю, дан. Тоже, кстати, сборный. То есть даже при желании открыть, что ли, можно. Куда-то вот сюда он вешается. Тоже практически в одну деталь дан. Очень красиво, прикольно. И не так, как у многих, скажем так, современных это сейчас дается. Дело тут, конечно, не только в серии Блиц, а в общем подходе. Так, остаются у нас крупные литники. Так, ага, тут как-то вот внезапно хитро сделано. Многослойно как-то упаковано. Отдельно литник, значит, с кронштейнами под шурцены, под экраны. Как на башне, так, собственно, и по сторонам корпуса. Частичные экраны вокруг башни. Ну, как бы тоже нечего особо сказать. Все красиво, прикольно, огрехов не видно. Далее у нас идет два крупных литника со всяческой мелочевкой. Так, можно, наверное, даже перепустить немножко камеру. Мне сейчас подумалось, что так бы, наверное, лучше было. Значит, что у нас тут? Всяческие дополнительные броневые панели, как корма. Так, собственно, передняя часть. Дополнительные экранировки тут, которые ставятся на корпус. То есть это буквально все немногие детали, которые будут, собственно, относиться к разборной части корпуса. То есть их буквально надо будет панели на свои места накинуть, и у вас корпус готов. Значит, вот самые троса пластиковые даны. Все как бы куша, все на месте. Я лично считаю, что вариант неплохой, потому что, ну, возиться не будешь с металлическими тросами. Накинул, покрасил, накинул, да и вперед. Значит, что тут у нас еще? Ну, детали глушителей, детали там шанса какого-то. В принципе, детали поддомкратного бруска вот этого самого с текстурой, кстати, дерева. Тоже как бы говорит о внимании производителя к деталям. То есть видно, что уже и текстуру дерева он за нас сам сделал. А это очень мало на самом деле кто делает. Кто-то о таких мелочах заботится. Да. Лопата, топоры, бронировка пулеметного вот этого яблока. Ну, как бы все выглядит прикольно, красиво. То есть реально как-то вот придираться. То есть никакой речи даже про облои утяженные я даже как бы уже не вспоминаю. Потому что, ну, судя по всему, искать на таком это сейчас бесполезно. Такие косяки. И, собственно, еще одна деталь. Очень действительно, вот прям упаковка, то есть такая, знаете, видно, что прям вот даже упаковщики там стараются, то есть как-то берут пакет, одну деталь как бы подворачивают этим пакетом, потом вторую там вторым слоем как бы в этот же пакет, то есть чтобы они максимально как бы были, не болтались там и демпфировались, то есть ну прям вот как-то прям видно, прям вот таком это какой-то свой подход, прям реально. Значит, тут у нас что? Нижняя часть башни, соответственно, бронировка маски пушки, деталь, опять же, вот этого забашенного ящика, ну, части казенника тут внутренние, детали люков, опять же, тоже, которые, в принципе, даны, что их можно сделать открытыми. Значит, что еще здесь у нас? Ну, тоже как-то особо сказать нечего. Люки детализированы, в принципе, внутри. На внутренних частях их тоже как бы особо
люков именно, то есть тех частей, которые могут быть теоретически видны. Каких-то толкателей я не вижу, чтобы с этим можно было долго морочиться. Детали башенки, собственно, вот у нас тоже она из нескольких деталей. Ну и, собственно, как бы вот, все тоже достаточно красиво. Потом. Детали ходовой части в отдельном пакетике. То есть пакуется это все тоже с расчетом на унификацию, то есть на то, что будет модели трешки, другие модификации, модели штугов. Чего, ну, как бы при 6000 вышеначисленных машин, то есть эксплуатировать тему третьего панцеркопфвагена можно очень долго. Так что смысл действительно отливать это как платформу, упаковывать и потом еще продавать кучу моделей на базе с минимальными модификациями. Ходовая, значит, полностью, я так вижу, идентичный 2-литника, где, собственно, у нас катки. В одну деталь никакой тут вот обрезинки отдельно нам не дано. Детали, значит, ленивца, звездочка, все достаточно качественно отлито. Поддерживающие катки, тут же частично я смотрю какие-то кронштейны, наверное, тоже нашурцаны или на что там, крюки тут, так понимаю, балансиры тоже здесь у нас, детализировано, все прикольно, красиво, что-то опять же тоже сказать, прям вот смотрю, какая-нибудь супер деталировка у нас тут есть по... Ну, кстати, да, на обрезинке вот катков видно, что даже пропечатан производитель. При желании там что-то можно вычитать. Это как бы тоже говорит о внимании к деталям. Так, значит, и буквально у нас остается по пластику совсем немного. Распакую обратно, чтобы не потерять пакет и не перепутать. По пластику у нас остается деталь гусениц, тоже в отдельных пакетах у нас, собственно. Но я, наверное, даже, может быть, не буду их вытаскивать и распаковывать. В принципе, и так все хорошо видно. Сегментные гусеницы. Траки полностью, в принципе, отдельные траки в одну деталь. Тут ничего склеивать не нужно. Гребни все на месте уже сразу, как на сегментах, так и на отдельных траках. Провис отлит верхний сегмент. Ну, в принципе, это так же, как сейчас делает звезда. Единственное, ну, наверное, по качеству так же это все выглядит примерно. Соответственно, два одинаковых литника. Вот еще, кстати, из мелочей, кто много обращает в таками, да, не относящихся к модели. Вот, например, как от таком отливает, собственно, бирку с буквой литника. То есть, потому что на самом деле, кто собирает модели, знает такая тема, да, что когда разыскиваешь какой-то литник, зачастую это не такая уж прям мгновенная вещь, потому что зачастую надо или пересмотреть все литники, искать вот эту штуку, там подносить ее как-то к свету и смотреть, а что же там напечатано, да, какая там буква. А так он вот, собственно, пошел у нас, так сказать, навстречу и сделал вот такую прям штамповку букв. То есть буквально очень издалека, собственно, видно, какой, собственно, это литник. Да, если их как-нибудь так поставить на какой-нибудь держатель, да, боковинкой такой, то вообще будет, собственно, как собственно, нужную книжку с полки будешь доставать. Очень прикольно, очень крутое внимание к деталям. Так, и самая последняя маленькая часть, собственно, у нас относящаяся, видимо... Ну, тут, кстати, пропечатано еще каким набором, каким артикулом относится тот или иной литник. Это отдельно они дают, я так понимаю, домкрат и частично по ходовке что-то тоже. Тоже, наверное, не буду доставать. Качество, в принципе, полностью совпадает с предыдущими литниками. Вот так вот. И остается после всего выше изложенного. Остается, возвращаемся к пакетику, где у нас лежала инструкция. И там у нас травление, которое, собственно, состоит из шурценов тех самых, раздельными деталями оно дано.
Ну, кстати, посадочные места под крепление даны не просто какой-то меткой, а даны отверстием. То есть, по идее, это должно упростить нам крепление кронштейнов. Даны несколько полос там каких-то дополнительных, какие-то там, по-моему, держатели еще на башенку, что-то такое еще. То есть, типа травления в основном Шурцена и буквально еще чуть-чуть деталек. Немножко, кстати, загнулся уголок. Чуть-чуть вот здесь. Ну, в принципе, не беда, это все равно металл. Значит, заклеено это все такую пленочку, видимо, тоже, чтобы предохранять от всяких неблагоприятных воздействий. Ну, все это за цену, собственно, не сильно отличающейся от звезды, как мы видим. То есть, это отнюдь не какой-то лакшери сегмент, не какие-то супер дорогие, гигантские там, не какой-то там старый дракон, который у нас сейчас, инвестиционные модели, которые барыги на Авито там по 6 и более рублей, так сказать, продают. Это абсолютно современный как бы набор. Просто типа ничего особенного в нем нет, просто вот в нем есть травление и вот это вот такой вот подход комплектации, да, при этом по цене, в общем-то, не сильно отличающийся от той же звезды. И такая вот декаль. В принципе, там, по-моему, ну, на несколько вариантов, насколько я вижу. В инструкции дано 4, но что к чему относится, я сейчас на память уже не помню. Ну, декаль, в принципе, тоже с виду очень такая хорошая, прикольная. Ну, тут что-то о декали, как бы, долго говорить смысла не имеет. Она хорошая, она просто есть. Вот такие вот дела. Кто не знал, что у нас есть вот такой вот таком, который вот так вот комплектует свои наборы за, в принципе, вполне себе достаточно скромный по сегодняшним временам прайс.